Приветствую вас на канале учебного центра Sunlook. Это канал для мастеров по наращиванию ресниц и тех, кто хочет ими стать. Меня зовут Александра Гукасян, и сегодня я буду делать полное наращивание ресниц на модели. Покажу вам все этапы процедуры от А до Я, расскажу, на что следует обратить внимание на каждом шагу, какие материалы потребуются для работы и каких ошибок стоит избегать. Итак, начнем мы с вами с материалов, которые нам потребуются для работы. Первый – это пинцеты. Один прямой и один изогнутый. Прямым мы будем разделять реснички, а изогнутым наращивать. Далее нам потребуются патчи для отделения нижних ресниц от верхних. Они могут быть коллагеновые или гидрогелевые. Единственное, не стоит заменять патчи пластырем, потому что это может быть болезненно для клиента при снятии. Теперь это препараты. Клей и обезжириватель. Обезжириватель – это средство, которое удаляет секрецию сальных желез, что позволяет сделать прочную сцепку между искусственной ресничкой и натуральной. Клей – то, без чего точно нельзя сделать наращивание. Выбирайте для работы клей с быстрой сцепкой 0,5-1 секунда или со средней сцепкой 2-3 секунды. Для клея также нужны специальные лунки, куда мы будем его выдавливать и опускать туда искусственную ресничку. Клей лучше всего сохраняет свои свойства на пластиковой поверхности. Я для работы буду использовать вот такие лунки на 5 капель. Ну и, конечно же, сами ресницы. Они бывают очень разные, по длине, толщине, цвету, изгибу. Мастеру нужно иметь большой выбор ресниц для того, чтобы подобрать правильные параметры. Какие именно я буду использовать, я определяю на первом этапе, когда ко мне придет модель. Подробнее о материалах вы можете посмотреть в нашем ролике про стартовый набор мастера. Также вам потребуются вспомогательные материалы, одноразовая продукция, шапочка для клиента, микробраши или ватные палочки, антисептик для рук, мицеллярная вода для очищения ресниц и другие. Ну что ж, а теперь давайте все этапы процедуры посмотрим на модели. Итак, первый этап работы – подбор моделирования. Это как раз то, какие ресницы мы будем нашему клиенту наращивать – длинные или короткие, густые или естественные и так далее. Эти параметры определяются исходя из анализа лица клиента и его пожеланий. Я смотрю на свою модель, определяю параметры ее лица – разрез глаз, положение бровей, ширину и глубину посадки глаз. У моей модели миндалевидные глаза, широкое видимое подвижное веко, нормальная посадка и светлый цветотип. Я уже выяснила ее пожелания, она хочет более естественное наращивание с легким удлинением к уголкам глаз и подобрала параметры ресниц. Я буду использовать для работы ресницы толщиной 0,1 мм, так как родные реснички у модели достаточно хорошие и плотные, поэтому они выдержат такую нагрузку. Длина мне понадобится от 4 до 11 мм, темно-коричневые ресницы, или так называемый горький шоколад, в изгибе С. Этот изгиб чуть более подкрученный, чем изгиб натуральных ресниц моей модели, и буду делать беличий эффект. Подробно об эффектах вы можете посмотреть в нашем видео о моделировании. Теперь нам нужно отделить верхние ресницы от нижних. Мы это будем делать при помощи патчей. Естественно, к этому моменту ресницы и кожа век клиента должны быть уже без косметики. Если мастер неправильно выполнит этот этап, то для клиента могут быть следующие последствия: краснота, болезненные ощущения, жжение, слезы. Как это сделать? Просим модель посмотреть вверх, чтобы был доступ к ресницам. Приклеиваем патч на расстоянии 1-2 мм, придерживаем пальчиком и просим закрыть глазик. После приклеивания нужно убедиться, что патч не касается слизистой и что все нижние ресницы убраны. Клиент с приклеенными патчами не должен испытывать никаких неприятных ощущений. Третий этап – это обезжиривание ресниц. Наносить препарат удобнее всего при помощи специальных микробрашей. Обезжириватель удаляет секрецию сальных желез, что позволит нам получить хорошую прочную сцепку. Наносим небольшое количество средства на микробраши. Его не должно быть очень много, чтобы оно не попало в глаз. И начинаем обрабатывать ресницы. Делаем движение от основания к кончикам, проходимся сверху и снизу. Теперь, когда все подготовительные этапы окончены, можно приступать к основному этапу – приклеивания ресниц. Одной рукой мы будем наращивать, а второй выделять. В моем случае я буду наращивать левой рукой, а выделять правой, потому что я левша. Для правши, соответственно, наоборот. На каждую натуральную ресничку я буду наращивать одну искусственную. Это называется классическое наращивание. Также бывает двойное, тройное и более объемы. Это когда на каждую натуральную ресничку наращивается 2, 3 и более искусственных ресниц. На данном этапе важно контролировать отступ, контактную зону, количество клея, направление и отсутствие склеек. Каждый из этих параметров мы сейчас с вами разберем во время работы. Выдавливаем клей в лунку. Здесь он будет сохранять свою рабочую консистенцию максимально долго. Захватываем ресничку пинцетом чуть выше середины длины, опускаем ее в каплю клея примерно наполовину и вынимаем так, чтобы получилась микрокапелька.
Вторым пинцетом делаем выделяющее движение. Разводим створки пинцета параллельно линии века и состыковываем искусственную ресницу с натуральной. Следим за тем, чтобы она как можно более плотно прилегала к основанию. Переходим в другое место. Опять выделяем одну ресницу при помощи прямого пинцета и одним движением приклеиваем новую. Контролируем, что капельки клея распределяются. При приклеивании и выделении важно, чтобы обе руки имели точки опоры. Если руки будут в воздухе, они будут сильно трястись, и поставить ресницу будет очень сложно. Такая техника постановки ресницы называется техника встык. То есть мы сразу ставим ресницу на то место, где она должна стоять, без скольжения к основанию или промазывания клеем. Для этой техники нужна микрокапля, которая распределяется при состыковке ресниц. При этом важно поставить ресницу с первого раза. Если рука дрогнула и ресница немного отклеилась, то нельзя ее поправлять и ставить повторно, иначе она будет плохо держаться. Продолжаем заполнять ресницы. При выделении обязательно следим, чтобы кончик прямого пинцета не упирался в патч. Это может привести к сползанию патча и при открывании глаза, что в свою очередь приведет к ожогу. Поэтому фиксация руки с выделяющим пинцетом должна быть очень надежной. Теперь давайте разберем, какие ошибки при постановке ресницы могут возникнуть. Площадь соприкосновения – это та зона, где искусственная ресница прилегает к натуральной. Она обычно составляет от 1/3 и более от длины ресницы. Если основание искусственной ресницы не прилегает, это называется отслойка. Такие ресницы быстро отваливаются и могут царапать веко. При постановке техникой встык на реснице должна быть 1 или 2 маленьких капельки клея. Тогда сцепка будет прочной. Если же набрать слишком мало клея, совсем без капелек, то ресница приклеится, но держаться будет плохо и быстро отвалится. А если капли клея будут очень большие, то все ресницы будут склеиваться друг с другом и работа будет грязной. Отступ – это расстояние от века до искусственной ресницы. Он должен быть 0,5–1 мм. Тогда ресницы не будут ощущаться и клиенту будет комфортно. Если же отступ будет очень большой, 2–3 мм, то такие ресницы будут провисать и крутиться. Если же отступа совсем нет, ресницы приклеены прямо к веку, тогда это может вызвать отек и раздражение кожи века. А мы продолжаем приклеивать ресницы. Сейчас я работаю так называемым каркасным методом. Заполняю ресницы равномерно по всему глазу. Каждую новую ресницу ставлю на большом расстоянии от предыдущей. Такой метод позволяет минимизировать риск склеивания ресниц между собой за счет того, что мы даем клею время подсохнуть, прежде чем приклеивать соседнюю ресницу. Это особенно важно для начинающих мастеров. Таким образом, я прорабатываю каждую ресничку до тех пор, пока у меня не будет заполнено все 100% ресниц, включая уголки глаз и самые маленькие ресницы. Этап приклеивания ресниц окончен, и давайте посмотрим, что получилось. Я выполняла классическое наращивание, поэтому у меня на каждой натуральной реснице приклеена одна искусственная с учетом стадии роста. Например, вот тут на маленькой реснице, которая еще растет, длина сокращена, что позволяет сделать работу безопасной для родных ресниц. Завершающий этап – это проверка работы. Необходимо проверить качество сцепки, отсутствие склеек и нет ли каких-то ресниц, которые провисают или торчат. Во время проверки мы перебираем ресницы строго по одной штучке, просматривая основание абсолютно каждой ресницы, чтобы убедиться, что никакая мелкая ресничка не подклеилась. Если нашли такую ресницу, ее нужно аккуратно отклеить. Как делать проверку на склейки, вы можете посмотреть в нашем видео на эту тему. Проверка на склейки и на качество приклеивания занимает примерно 7–10 минут. Однако это позволяет дать гарантию того, что натуральные ресницы не пострадают от наращивания и что искусственные ресницы будут держаться максимально долго до естественного выпадения натуральной ресницы в ходе обновления. Поэтому этот этап ни в коем случае нельзя исключать. Ну что ж, проверка окончена, наша работа завершена, и теперь можно посмотреть, что получилось. Снимаю патчи, и теперь моя модель может открыть глаза. Для наглядности посмотрим результат после выполнения наращивания на одном глазу, чтобы была видна разница. Поскольку моя модель делает наращивание первый раз в жизни, то основной запрос был на естественность, чтобы ресницы не бросались в глаза и выглядели натурально. За счет использования темно-коричневого цвета ресниц, естественного изгиба и небольших длин наращивание вышло очень натуральным, чего мы и добивались. А за счет соблюдения всех правил технологии такое наращивание абсолютно безопасно и не ощущается на глазах. Ну что ж, мы с вами выполнили классическое наращивание ресниц на модели, разобрали основные этапы работы и некоторые ошибки, которые могут возникать.
Важно отметить, что наши видео носят ознакомительный характер. Если вы еще ни разу не делали наращивание ресниц и не проходили обучение, не пытайтесь самостоятельно повторить процедуру без надзора преподавателя. Поскольку мы работаем с одной из самых чувствительных зон, с глазами, относиться к процессу наращивания следует соответствующим образом. Иначе могут возникнуть нежелательные последствия. Ожог роговицы глаза, нарушение роста натуральных ресниц. Иными словами, ваш клиент может остаться без своих родных ресниц. Отек век, раздражение, болезненные колющие ощущения и другие. Помимо этого, без знаний в области моделирования, без умения создавать правильное направление, работать с рядами и других технических навыков можно получить совсем не такой результат, как вы и ваш клиент ожидали. Если вы всерьез заинтересовались темой наращивания ресниц и решили стать мастером, я приглашаю вас в наш учебный центр для прохождения базового курса с нуля, после которого вы сможете выполнять процедуру наращивания ресниц качественно и безопасно. Помимо стандартного очного обучения, уникальной разработкой нашей школы является базовое обучение наращиванию ресниц с нуля онлайн. Этот курс рассчитан на 2 месяца и содержит более 200 часов практики, что в 4-5 раз больше, чем любое очное базовое обучение с нуля. Это индивидуальный курс с постоянной поддержкой и контролем преподавателя. Он состоит из 14 блоков, каждый из которых посвящен отдельной теме. В каждом уроке мы отрабатываем один навык. Сначала на специальных упражнениях, которые тренируют отдельные умения. Например, работать с ресницами, правильно держать пинцеты, создавать правильную контактную зону, работать с клеем и так далее. А затем во второй половине курса приступаем к работе на моделях. Такая система обучения дает очень крутые результаты. После курса вам не нужно будет самостоятельно отрабатывать навык на бесплатных моделях. Всю практику вы пройдете внутри курса, а сразу после можно будет уже принимать клиентов и начать зарабатывать. Приобрести данный курс вы можете по ссылке, которую я оставлю в описании к этому видео. На этом я с вами прощаюсь. С вами была Александра Гукасян. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки. До встречи в следующих видео.